Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю торт «Птичье молоко». Самый бюджетный вариант этого торта. Получается он необыкновенно вкусным, воздушным, со вкусом именно конфет «Птичье молоко», как вот мы покупаем в магазине. Очень нежное суфле получается. Суфле здесь совершенно не содержит в себе ни капли жира. Коржи готовятся очень быстро. Это не классический вариант торта «Птичье молоко». Есть два вида торта «Птичье молоко» у меня на канале. Один классический рецепт на агар-агаре и другой на желатине. Ссылки я оставлю в описании. Итак, приготовим коржи. Здесь 100 грамм муки, 1 чайная ложка без горки, это примерно 2 грамма разрыхлителя. Перемешиваем все и отставляем в сторону. Коржи я буду готовить здесь молочная девочка на желтках, так называемая золотая молочная девочка. Здесь 3 желтка. Туда я отправляю 50 грамм растопленного сливочного масла, 200 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все продукты комнатной температуры. Масло не должно быть горячим. Сейчас все это активно перемешиваем до однородности просто венчиком. Миксер здесь нам не понадобится. И торт я буду готовить ручным миксером сегодня. Всю сухую смесь просеиваю в тесто. Перемешиваю также до однородности. Все делается очень просто и быстро здесь. Вкус этого торта порадует всех любителей и конфет, и тортов «Птичье молоко». И очень просто приготовить в домашних условиях. Сейчас я наношу на пергамент тесто. Распределяю нужную мне величину. Здесь мне нужно примерно 25 на 35 сантиметров. Потом я этот корж буду делить на 2 половины. И убираю сейчас выпекаться. 200 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Примерно 8 минут у меня выпекался этот корж. То есть он делается очень быстро. Сейчас по линейке я разрезаю этот корж в горячем виде. Иначе он потом просто сломается. На нужные мне 2 коржа, 17 на 24 сантиметра у меня будут коржи. И вот такие обрезочки остаются, с ними можно чай попить, они очень-очень вкусные. Коржи я пока убираю в сторону и займусь приготовлением суфле. Здесь у меня 17 грамм желатина. Желатин хороший у меня, качественный и с хорошим сроком годности еще. Туда я отправляю 80 мл холодной кипяченой воды. Все это перемешиваю и отставляю желатин в сторону для набухания. Срок годности желатина должен составлять еще не менее года, чтобы у вас хорошо получилось суфле. Отставляем в сторону. Здесь 350 грамм сахара. Туда же я добавляю 90 мл воды. Ничего здесь не перемешиваю. Вода полностью покроет сахар. Отставляю пока что в сторону. И сейчас уже можно его поставить на плиту, этот сироп. Прежде чем мы начнем взбивать суфле, обязательно нужно подготовить нижний корж. Ставлю сразу форму. В таком приготовленном виде всю эту конструкцию отставляю пока в сторону. Иду на плиту. На полном огне в кастрюле с толстым дном я ставлю вариться сироп. Сироп сейчас у меня закипит, прокипит где-то минуту точно, и только потом я начну взбивать белки. Здесь 210 грамм белков, это 7 белков от средних яиц, яиц среднего размера. Туда же я отправляю 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. И когда у меня сироп достиг 115 градусов Цельсия, я отправляю туда половину чайной ложки
лимонной кислоты. Можете чайную ложку лимонного сока добавить, но лучше кислоты. 119-120 градусов Цельсия у меня достиг сироп, и я тонкой струйкой с края начинаю вливать его в белки и постоянно взбиваю миксером. Здесь нужно хорошо организовать себе рабочее место, чтобы удобно было и вливать сироп, и в то же время непрерывно взбивать суфле. Когда я ввела сироп в белки, я сейчас просто перейду на стол, там мне удобней, я взбивала примерно 4-5 минут. Сейчас я туда ввожу, растопила я желатин в микроволновке импульсами и ввожу тонкой струйкой весь желатин, непрерывно взбивая. И здесь я повзбиваю где-то минуту-полторы, не дольше, всю эту массу, потому что потом будет очень тяжело массу распределять в самой форме по коржам. Масса уже держит форму, то есть она не такая плотная, как мы бы взбивали на белковый крем, но уже этого достаточно. Она схватывается очень быстро. Ничего здесь не ждем, сразу же выкладываем массу на корж. 1/3 всей массы я выложил на нижний корж. Аккуратно распределяю и работаю очень быстро. Если вы взобьете более плотно эту массу, он будет лучше нарезаться тогда этот торт, знаю уже по опыту. Тогда нужно вот эту белковую массу наносить на торт именно из кондитерского мешка. Так будет удобнее, потому что лопаткой будет очень сложно выравнивать. Второй корж выкладываю на массу. И остаток суфле выкладываю на второй корж. Ничего здесь не жду. Действую очень быстро. Сейчас всю эту конструкцию я поставлю примерно на 2 часа в холодильник. Желатин очень быстро схватывается в белковой массе, потому что взбивалось вместе с желатином. И тортик получается в принципе очень быстро. Никакой пропитки здесь не требуется. Вот это имейте в виду. Вот таким образом маленькой линеечкой я разравниваю. Здесь даже не нужен никакой профессиональный шпатель. Кто захочет в домашних условиях сделать, можно также и в круглой форме, естественно, его делать. Просто вот что есть у вас под рукой, там и можно это делать. И убираю сейчас в холодильник. Итак, у меня прошло примерно 2 часа. Я достала всю эту конструкцию из холодильника. И сейчас ножом я просто вырезаю по форме. Желатиновое, когда суфле, оно трудно отделяется от формы. Когда на агар-агаре делаем, очень ровные края будут. А вот с желатином всегда это проблема. Здесь я растопила 200 грамм шоколада 40% какао. Туда же я добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла без запаха. И все это аккуратно перемешиваю. У меня будет такая плотная шоколадная глазурь, которая нарезается только горячим ножом. Слегка выравниваю здесь бока, потому что тортик у меня такой домашний, просто чтобы вам показать. Мягкая глазурь, которая очень хорошо нарезается, есть на моем канале. Я ссылку вам оставлю в описании под видео. Это будут торты «Птичье молоко». И там посмотрите, как я делаю эту глазурь на молоке. Здесь я растопила еще 50 грамм шоколада и просто делаю вот такие вот произвольные узоры. Сахарными бусинами украсила торт. Я нагрела нож в очень горячей воде, вытерла его и сухим ножом, очень горячим, делаю надрез на шоколаде, именно чтобы разрезать эту глазурь. Это вот такая глазурь, именно которой покрываются такие торты. Это не ганаш, это просто шоколадная глазурь. Если вы будете делать так же, как вот я его надрезаю, а потом уже делаю хороший обычный разрез торта,
Тогда получится у вас прекрасно ровные кусочки. И вот такой разрез у меня получился. Торт буквально тает во рту. Готовится очень быстро, без лишнего масла. Коржи «Молочная девочка» также превосходно подходят для суфле, имеют также вкус сливочный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.